Уважаемые главы государств, дамы и господа, дорогие друзья, рад всех вас приветствовать на заседании в формате Outreach BRICS+. Такой расширенный формат хорошо себя зарекомендовал и дает возможность для прямого и открытого диалога членов объединения с нашими друзьями и партнерами. Напомню, что в прошлом году на встрече в Йоханнесбурге были приглашены главы многих африканских государств и руководители ключевых региональных организаций. А в этот раз российское председательство пригласило ближайших соседей России, дружественные нам страны, с которыми нас объединяет общая история жизни в едином государстве. Здесь присутствуют также руководители государств, проявляющих заинтересованность в налаживании более тесного партнерства с БРИКС и даже рассматривающих в перспективе возможность членства в объединении, и стран, возглавляющих в настоящее время ведущие многосторонние структуры. То есть у нас за общим столом представлены государства Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Согласно предлагаемой повестке, мы рассмотрим наиболее волнующие мировое сообщество вопросы. Это и устойчивое развитие, искоренение бедности, адаптация к изменению климата, обмен технологиями и знаниями, и борьба с терроризмом, трансграничной преступностью. Естественно, особое внимание уделим вопросам мирного урегулирования конфликтов. В том числе, разумеется, серьезно поговорим об обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. Членам БРИКС крайне важно обсудить все эти темы с единомышленниками из стран глобального Юга и Востока. Все наши государства разделяют схожие устремления, ценности, видение нового демократического миропорядка, отражающего все культурно-цивилизационное многообразие. И убеждены, что в основе такого миропорядка должны лежать универсальные принципы уважения законных интересов и суверенного выбора стран и народов, соблюдение международного права и настрой на взаимовыгодное, честное сотрудничество. Переход к более справедливому мироустройству идет непросто. Его становление тормозят силы, привыкшие мыслить и действовать в логике доминирования над всем и вся. За ширмой навязываемого миру порядка, основанного на правилах, стоят попытки сдержать растущих конкурентов, независимое, неподконтрольное развитие стран Африки, Азии, Латинской Америки. В ход идут незаконные односторонние санкции, откровенный протекционизм, манипуляции валютными и фондовыми рынками, вмешательство во внутренние дела под лозунгом заботы о демократии и правах человека, борьбы с изменением климата. И это тоже используется. Такие, прямо скажем, нездоровые методы и подходы ведут как к возникновению новых конфликтов, так и к обострению старых противоречий. Тем самым подрывается региональная и глобальная стратегическая стабильность, нарушаются принципы равной и неделимой безопасности, поощряются межгосударственные и междоусобные распри. Один из примеров этого – это Украина, которую используют для создания критических угроз безопасности России, игнорируя при этом наши жизненные интересы, справедливые озабоченности ущемления прав русскоязычных людей. А сейчас и вообще не скрывают цель нанести нашей стране стратегическое поражение. Прямо скажу, что это иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает историю России, не принимает во внимание ковавшиеся веками единство, силу духа и сплоченность ее народа. Но, как условились, среди главных тем нашей дискуссии будет обстановка на Ближнем Востоке. Она также вызывает беспокойство. И здесь как раз имеет место то, о чем говорил, это обострение застарелого конфликта, который не удается потушить десятилетиями. Очередной виток палестино-израильского противостояния стал, пожалуй, одним из самых кровопролитных в длинной череде столкновений. В результате боев в секторе Газа уже погибло более 40 тысяч человек, большинство из которых мирные жители. Но при этом, и я хочу это подчеркнуть, мы всегда выступали и выступаем против любых террористических проявлений.
Начавшиеся год назад в Газе боевые действия сейчас распространились и на Ливан. Оказались затронутыми и другие страны региона. Резко вырос градус конфронтации между Израилем и Ираном. Все это напоминает цепную реакцию и ставит весь Ближний Восток на грань полномасштабной войны. Стремительно деградирует и гуманитарная ситуация. Число беженцев и внутренне перемещенных лиц превысило уже 1,5 миллиона человек. Колоссальный ущерб нанесен инфраструктуре и жилым домам, школам, больницам, социальным объектам. И разрушения продолжаются. В России, конечно, есть очень много вопросов, очень важных, острых, которые мы должны решать для себя. И мы делаем это, и будем делать. Но в то же время мы всегда стремились внести свой весомый вклад в стабилизацию на Ближнем Востоке. Поэтому с самого начала эскалации вместе с членами БРИКС и другими партнерами активно включились в усилия по урегулированию. Как вы помните, был даже проведен экстренный видеосаммит нашего объединения в ноябре 2023 года. Неотложной задачей, безусловно, является запуск комплексного политического процесса для решения ближневосточной проблемы во всей ее полноте. Необходимо прекратить насилие, обеспечить жизненно важную помощь пострадавшим, облегчить их страдания. Само урегулирование должно быть достигнуто на общепризнанных международно-правовых базах, что впрямую предусматривает создание независимого палестинского государства, мирно сосуществующего с Израилем. Исправление исторической несправедливости по отношению к палестинскому народу может дать гарантию мира на Ближнем Востоке. До тех пор, пока этот вопрос не решен, порочный круг насилия разорвать не удастся. Люди так и будут жить в атмосфере перманентного кризиса с неизбежными рецидивами масштабного насилия. Вновь хотел бы повторить. Ключевым требованием для восстановления мира и стабильности на палестинских территориях является реализация формулы двух государств, одобренной резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Переходя к оценке общей ситуации в мире, хочу подчеркнуть, что представленные здесь государства имеют действительно огромные возможности и ресурсы, обладают высоким авторитетом на мировой арене. И все это активно применяют для того, чтобы реально содействовать обеспечению глобальной безопасности, продвижению в мире процессов устойчивого развития. Многие из наших стран выдвинули в этом контексте свои весьма полезные инициативы. Со своей стороны Россия выступила с идеей формирования на инклюзивной и недискриминационной основе системы равной и неделимой безопасности в Евразии. Речь идет о том, чтобы общими усилиями надежно гарантировать подлинную стабильность и создать условия для мирного развития всех государств и народов на континенте. И, конечно, символично, что наше сегодняшнее заседание проходит в День Организации Объединенных Наций. Именно 24 октября 1945 года вступил в силу Устав ООН, принципы которого на протяжении уже без малого 8 десятилетий составляют фундамент междугосударственных отношений и международного права. Всемирная организация призвана и впредь играть центральную роль в поддержании мира и безопасности, в содействии устойчивому и поступательному росту. При этом важным для дальнейшего эффективного функционирования ООН считаем адаптацию ее структуры к реалиям 21 века, расширение представленности в Совете Безопасности и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки, в том числе тех, чьи лидеры находятся в этом зале. Давно назрело и реформирование ООНовских институтов развития и глобальных финансовых структур. Вес развивающихся стран мировой экономики кардинально изменился за последние десятилетия. Но это, в частности, не нашло адекватного отражения в системах управления Международного валютного фонда, Всемирного банка и других многосторонних банков развития. Отцы-основатели Организации Объединенных Наций видели ее предназначение в том, чтобы быть центром для согласования действий наций. Потому что сообща и коллективно
можно действительно отвечать на глобальные вызовы и угрозы, решать такие задачи, как борьба с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией, организованной преступностью, включая криминальное использование информационных технологий. И, конечно, обеспечивать устойчивый экономический рост на благо всего развития и процветания, всеобщего развития и процветания. Очевидно, что следующая волна глобального экономического подъема зарождается именно в странах мирового большинства. Поэтому пришло время пообсуждать идею создания собственной платформы для раскрытия потенциала наших растущих экономик. Ее цель – увеличить инвестиционные потоки в страны БРИКС, глобального Юга и Востока и сделать акцент на вложении средств в большие инфраструктурные и технологические проекты. Важно выстраивать альтернативные, надежные и свободные от любого диктата многосторонние финансовые механизмы, производственно-логистические цепочки, наладить обмен технологиями и передовыми знаниями, развивать и повышать пропускную способность новых международных транспортных коридоров. Россия совместно с партнерами работает по таким глобально значимым маршрутам, как Север-Юг и Северный морской путь. И мы приглашаем к сотрудничеству все заинтересованные страны. Как мы хорошо знаем, особое место в тематике устойчивого развития занимает климат. Логично, что международная климатическая повестка должна быть направлена на выработку практических решений проблемы глобального потепления. И здесь важно обеспечить доступ стран глобального Юга и Востока к финансированию и технологиям, помочь им адаптироваться к изменениям климата. Подчеркну, Россия стремится самым активным образом участвовать в общемировом климатическом процессе. Наша страна является одним из лидеров по вкладу в сокращение выбросов парниковых газов, а ее энергобаланс – один из самых зеленых в мире. Доля экологически чистых газовой, атомной, гидрогенерации составляет у нас 85%. На российской территории находится более 20% мировых лесов, которые, поглощая парниковые газы, помогают замедлять глобальное потепление. Россия также вносит серьезный вклад в обеспечение мировой продовольственной и энергетической безопасности. Только за последний год направили на экспорт свыше 100 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции. Вышли в лидеры по поставкам зерновых. Удерживаем ведущие позиции на рынке энергоносителей. В рамках БРИКС мы инициировали создание зерновой биржи. Рассчитываем, что такой механизм будет способствовать установлению прозрачного и невосприимчивого к внешним рискам режима торговли агропродукции как между участниками объединения, так и с другими нашими партнерами. Подытоживая, хочу еще раз отметить, что Россия, как и все государства БРИКС, открыта к совместной работе со странами глобального Юга и Востока по продвижению инклюзивного и устойчивого развития в целях построения лучшего мира. Мира, в котором будут учитываться мнения и интересы каждого народа, уважаться их право на суверенное развитие, их самобытность, признаваться абсолютная ценность всех без исключения культур, традиций и религий. Рассчитываю, что сегодняшняя дискуссия будет носить конструктивный и обстоятельный характер, внесет вклад в решение актуальных вопросов региональной и глобальной повестки. Благодарю за внимание и с удовольствием передаю слово председателю Китайской Народной Республики господину Си Цзиньпиню. Пожалуйста.